называть правильно. Просто говорить сам. Хорошо. А? Меня слышно? Guru Guru Chanda Radhika Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadale Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Ramo. Can I hear everything? Хорошо все слышно? Слышно, я Перевод вижу. слышно? Huh? Перевод слышно? Yes, Нет. no one's saying anything. Перевод хорошо слышно. Слышно, слышно. So, first of all, I offer pranams to our Gurudev, Vishnupad, Jigandi Swami, Srimad Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я приношу святочный Вишнупад, Госвами, Шримад, Бхактиведанта, Нараяне, Госвами, Махараджу. What's that for? For devotees. There's only one person. Okay. All devotees, thank you for coming. Всем преданным спасибо, что пришли. So, a few days ago, with the appearance of Lord Chaitanya. Несколько дней назад состоялся день явления Господа Чайтаньи. Can everyone hear the translation? Всем хорошо слышен перевод? Я слышу хорошо. Да. This is not important. So, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна, but in mood of devotee. но в настроении преданного. In Bhagavad Gita, Krishna gave many instructions. В Бхагавад-гите Кришна дает множество наставлений. Always think of me, he said. Всегда думай обо мне, он говорит. Manmana Baba Madhvakta. Become my devotee. Стань моим преданным, Worship me. поклоняйся мне Endow to me. и кланяйся мне. But to think of Krishna, you need to love Krishna. Но для того, чтобы думать о Кришне, нужно любить его. So how to develop love of Krishna? Как же развить любовь к Кришне? Krishna not gave any information in Bhagavad Gita. Кришна не дает об этом никакой информации в Бхагавад-гите. So 500 years ago, Krishna came again to teach the process of devotion. Так, 500 лет назад Кришна снова пришел для того, чтобы дать это учение о преданности. But Lord Chaitanya not wrote anything Но Господь Чайтанья не написал сам ничего об этом, because he's drowning in the ocean of Radhika's moods. потому что он тонул в океане настроения Радхики. If someone's drowning and you ask them, hey, how it feels to drown, they cannot answer. Если кто-то тонет, и вы спросите его, как ты себя чувствуешь, когда тонешь, он не сможет ничего ответить. If someone who's watching, they can write something. Но те, кто наблюдают за этим, могут что-то описать. If Mahaprabhu not wrote anything, but the devotees, especially Rupa, Sanatan, Raghunath, they wrote so much. Поэтому Господь Чайтанья сам ничего не написал, но его преданные, такие как Рупа, Рагунатха, Санатана, они написали очень много. So what Chaitanya Mahaprabhu came to give, he gave through these devotees. И поэтому то, что пришел дать Господь Чайтанья, он дал это через этих преданных. So today we'll hear about the conversation between Lord Chaitanya and Rupa Goswami. И сегодня мы послушаем разговор, который состоялся между Господом Чайтаньей и Рупой Госвами. Today we'll talk about the second meeting of Rupa Goswami and Lord Chaitanya. И сегодня мы послушаем о второй встрече Рупы Госвами и Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya tried to go many times to Vrindavan, but was not successful. Господь Чайтанья несколько раз пытался отправиться во Вриндаван, но это было безуспешно. The first time was after sannyas. Первый раз он попытался уйти во Вриндаван после саньясы. He felt so much ecstasy at never going to Vrindavan. Он испытывал такой экстаз из-за того, что он направляется во Вриндаван. For 3 days, he just moved in circles. Но в течение 3 дней он просто двигался по кругу. He didn't know if it was day or night. И он не мог осознать, день сейчас или ночь. Then Nityananda sent him back to
Bengal. И тогда Господь Нитянанда пошел назад в Бенгалии. And voice came, don't go to Vrindavan. И раздался голос, который сказал: не отправляйся сейчас в Вриндаван. Nityananda saw some cowherd boys. Нитянанда увидел каких-то мальчиков-пастушков. And he told those boys, soon one crazy fellow is coming. И он сказал им: скоро придет один сумасшедший, He's coming. скоро он придет. When you ask him where is Vrindavan, you point this one. И когда он спросит вас, где находится Вриндаван, покажите ему в эту сторону. In this way, Nityananda cheated Lord Chaitanya Таким образом, Господь Нитянанда обманул Господа Чайтанью and sent him back down the Ganga towards Advaita Charya's. и он отправил его вниз по течению Ганги в дом Адвайтачарьи. The second time, Во второй раз Lord Chaitanya went north. Господь Чайтанья отправился на север. Hundreds of thousands of people followed him. И сотни тысяч людей следовали за ним. The Muslim king, Hussein Shah, was in that area. И в этой области правил мусульманский шах, Хусейн Шах, мусульманский правитель. Rupa Goswami was working for him. Рупа Госвами работал на него. Hussein Shah was a great supporter of Muslim religion. И Хусейн Шах, он очень сильно поддерживал мусульманскую религию. So when he heard one Hindu monk is traveling in the forest with hundreds of thousands of people following him, И когда он услышал о том, что один индусский монах идет по лесу, и за ним следует сотни тысяч людей, then he asked Rupa Goswami. да, он спросил Рупу Госвами. So he asked two people. Первый человек был Кешва Катри. The king, a Muslim king, asked him, who is this Hindu? Он спросил его, кто этот хинду. They said, Kapti tried to hide everything. И Кешва Катри, он попытался все скрыть. Don't worry about him. Не беспокойся о нем. He's just moving here and there. Он просто ходит там, здесь, не беспокойся о нем. The king was not happy by this answer. Но царя не удовлетворил этот ответ. So he asked Rupa Goswami, И тогда он обратился к Рупе who Госвами. is this Hindu? Кто этот хинду? Millions of people are following him. Миллионы людей следуют за ним. He's not feeding them. Он их не кормит, He's not giving them clothes, не дает им одежды, no accommodation. никакого жилья не предоставляет. But people are still following him. Но люди все еще идут за ним. Tell Alexander has to turn off his mind. Александр, выключите, пожалуйста. So, Rupa Goswami said, King, you know everything. И Рупа Госвами сказал: о, царь, ты знаешь все. By whose mercy the Supreme Lord's mercy has given you this kingdom. По милости Верховной Личности Бога ты получил это царство. The Supreme Lord has given you all good fortune. И также Верховный Господь даровал тебе всю благую удачу. And that same Supreme Lord is now moving in your area, forest to forest. И этот же Верховный Господь двигается из леса в лес по твоим владениям. The Supreme Lord will give you all good fortune. Это тот самый Господь, который даровал тебе всю благую удачу. Then Muslim king agreed, yes, И тогда мусульманский царь согласился: о, да, it must be God. наверняка он и есть Господь. Because everyone is following him, but he's not feeding them. Потому что все идут за ним, но он не дает им никакой еды. They are following him, but he is not giving them anything. Они следуют за ним, но он ничего им не дает взамен. No salary, no food. Никакой зарплаты, ни еды. Only God has this power. Только у Бога есть такое могущество. The king accepted Rupa Goswami's words. И этот царь принял слова Рупы Госвами. But Rupa and Sanatan went to see Lord Chaitanya at night time. И в ночное время Рупа и Санатана отправились увидеться с Господом Чайтаньей. Because people who eat meat, their minds change every 5 minutes. Потому что те люди, которые употребляют в пищу мясо, их ум, он очень нестабилен, может поменяться в любую секунду. So they went to Lord Chaitanya, you should not stay here. И они сказали Господу Чайтанье: ты не должен оставаться здесь. This was the first meeting of Rupa Goswami and Lord Chaitanya. Это была первая встреча Рупы и Санатана с Господом Чайтаньей.
That time they offered the pranam mantra. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tushay. И в этот раз они предложили пранама мантру Господа I Чайтаньи. worship that golden form of Krishna, Я поклоняюсь этой золотой форме Кришны, who is most kind, most merciful. который в наивысшей степени добр и милостив. He is Krishna, but he is also giving Krishna prayer. Он сам Кришна, который дает Кришна прему. Mahaprabhu gave instructions to Rupa Sanatana to meet him. И Господь Чайтанья дал наставление Рупе Санатане встретиться с ним. Rupa Goswami easily became free from his government responsibilities. И Рупа Госвами, он очень легко избавился от своих обязанностей служения этому царю. Sanatana Goswami had some trouble. Но у Санатана Госвами возникли He некоторые was put in проблемы. jail Его поместили в тюрьму, and afterwards he escaped. и только после этого он смог сбежать. So Lord Chaitanya, from Kanai Natsalya, he returned back to Puri. И Господь Чайтанья, After meeting Rupa Sanatana, he came back to Puri. и после того, как Господь Чайтанья встретился с Рупой Санатаной, он вернулся в Пури. Because Sanatana Goswami said you should visit Vrindavan not with hundreds of thousands of people. Потому что Санатана Госвами сказала, но ты не должен отправляться в Вриндаван сотни тысяч людей, Like a magician. как какой-то маг, волшебник. So Mahaprabhu came back. Поэтому Господь Чайтанья отправился назад. And next time he went to Vrindavan, he went through the forest path of Jharkhand. И когда он снова отправился в Вриндаван, он отправился через лес Джарханд. He stayed in Vrindavan. И он находился во Вриндаване. And while going back to Puri, he came through Varanasi, Prayag. Когда он снова отправился в Пури, то он шел через Варанаси, через Праяг. There he met Rupa Goswami and his brother Anupam. И там он встретился с Рупой Госвами и его братом Анупамом. Anupam was the father of Jiva Goswami. Анупам был отцом Дживы Госвами. He was great devotee of Lord Ram. Он был великим преданным Господа Рама. Rupa Sanatana tried to change his mind to devotion to Radha Krishna. И Рупа Госвами пытался изменить его ум для того, чтобы он стал преданным Рады Кришны. He said, I cannot give up the feet of Raghunath. Но он сказал, что я не могу оставить стопы Lord Ram. Рагунатхи, Господа Рама. So Mahaprabhu met with the two brothers, Rupa and Anupam. И Господь Чайтанья встретился с двумя братьями Рупой и Анупамом In Prayag. в Праяге. For 10 days, Mahaprabhu gave instructions. В течение 10 дней Господь Чайтанья давал наставления. Krishnadas Kaviraj Goswami writes, Кришна даст Maharaj своими Vrindavaniyam Rasikeli Vatam Kalena Luptam Nijashakti Makam. These pastimes of Vrindavan had become lost. Эти игры, которые состоялись во Вриндаване, они были утеряны. What happened 5,000 years ago, lost by time. Из-за того, что прошло много времени, те игры, которые были во Вриндаване 5000 лет назад, они утеряны. Just like at the end of creation, the Vedic teachings are also lost. И также в конце творения ведические писания, они утрачиваются. In the beginning of the creation, again, Lord Narayana inspired the heart of Brahma with all the Vedic teachings. Но когда приходит снова творение, то Господь Нараяна, он вдохновляет Господа Брахму изречь эти писания. So in the same way, all teach what is Vrindavan, this had all become lost. Поэтому что такое Вриндаван, все это утрачивается. Oh Lord Chaitanya, no one knew where was Radha Kunj, Shama Kunj. До того, как явился Господь Чайтанья, никто не знал, где находится Шьяма Кунда, Рада Кунда. Where was Madhu Mahan? Where was Govinda? Where was Gopinath? There were no temples, nothing. Не было никаких храмов, ничего, все было покрыто. Никто не знал, где храм Мадана Махана, где Гопинатхи, где Говинда. So Lord Chaitanya inspired the heart of Rupa Goswami. И Господь Чайтанья вдохновил в сердце Рупы Госвами. The same way that Lord Narayana inspired the heart of Brahma in the beginning of creation. Таким же образом, как Господь Чайтанья вдохновил Господа Брахму в сердце в начале творения. So, that time they met with one devotee, Vallabhacharya. И в то время они встретились с одним преданным, которого звали Валабхачарья.
in Mathura, Vrindavan, and Gujarat area, he's too much famous. В Мадхуре, Mathura. Мадхура. This area, most people follow him. В Мадхуре очень много людей, которые следуют за ними, Because so much Rajabhakti. потому что он обладал очень большим раджа-бхакти. This mood originally came from Lord Chaitanya, Но на самом деле это настроение пришло изначально от Господа Чайтаньи. and now they not accept that. Но сейчас они это не принимают. So they all became useless. И все это становится, So- все они становятся бесполезными. Mahaprabhu was traveling with one Brahmin servant named Balabhadra. И Махапрабху путешествовал с одним браманом, которого звали Балабхадра. So Mahaprabhu was very happy to meet with Vallabhacharya. И Махапрабху был очень счастлив встретиться с Валабхачарьей. So they were discussing topics of Krishna. Они обсуждали темы о Кришне. But Mahaprabhu felt a little shy before Vallabhacharya. Но Махапрабху, он немного стеснялся перед Валабхачарьей. So he tried to conceal his mood. И поэтому он старался скрыть свое настроение. But Vallabhacharya could see this, Но Валабхачарья увидел это, and he became astonished. и он был очень в большом восторге. He could understand Lord Chaitanya had like a volcano of devotion. Он смог понять, что Господь Чайтанья, он подобен вулкану преданности. That time Mahaprabhu introduced Rupa and Vallabha to Rupa and Anupam to Vallabhacharya. И в то время Господь Чайтанья, он представил Рупу и Анупама Валабхачарье. Rupa Goswami and three brothers had almost become like Muslims Все эти три брата, они стали практически как мусульмане, because working for the Muslim government. потому что они трудились на мусульманское правительство. Even they had Muslim names. У них даже были мусульманские имена. Sakir Malik Dabir Khas. Сакир Малик, Дабирхас. So they felt themselves fallen. И они сами чувствовали себя очень падшими. Rejected from Vedic society. Они были как бы уже отвергнуты ведическим обществом. So Rupa and Vallabha did pranam from a distance. И Рупа и Валаба, они принесли свои пранамы на расстоянии. But Vallabhacharya was astonished. They're constantly chanting the names of Bhagavan. Но Валабхачарья, он был удивлен, они постоянно вызывали имена Бхагавана. Both chanting same mantra. Все, и они оба повторяли одну и ту же мантру. Mahamantra is wish-fulfilling tree. Kalpavriksha. Махамантра подобно калпаврикше, древу, исполняющему все желания. Whatever you want, Mahamantra gives. Чего бы вы ни хотели, Махамантра может даровать это. So Anupam is devotee of Lord Ram. Анупам является преданным Господа Рама. So he is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И он воспевает Махамантру. This mantra reveals his Ishtadev, Lord Ramchandra. И эта мантра, она проявляет его Иштадеву, Господа Рамачандру. But Rupa Goswami is devotee of Radha Krishna. Но Рупа Госвами, он является преданным Рада Кришны. So chanting same mantra as his brother. И он повторяет ту же мантру, что и его брат. But mantra gives what you want. Но мантра дает каждому то, чего он Same хочет. mantra. Та же самая мантра. One brother is remembering Sitaram, Один брат пометует о Ситараме, another brother remembering Radha Krishna, а другой брат пометует о Раде Кришне. and both tasting prema. И оба испытывают прему. So Anupam was Vallabhacharya was astonished. Валабхачарья был потрясен. Like, we chant, but our mouth is one thing doing and mind is another. Sorry, we chant. When we chant, Когда мы Fingers повторяем, то наш рот, он занят одним делом, а ум обитает совсем в Mouth других вещах. Рот двигается, пальцы двигаются, brain moving separate. но ум, он движется сам по себе в своем направлении. These brothers, their mind was in the mantra. Но у этих братьев их ум находился в мантре, And mantra was in the mind. и мантра была в уме. When we think of banana, Когда мы думаем о банане, banana appears in the mind. банан возникает в нашем уме, But we do not appear in the banana. но мы не возникаем в этом банане. Understand? Понимаете? But scripture says when mantra appears in the mind,
Но Писания говорят, что когда мантра возникает в уме, and mind appears in the mantra, когда этот ум возникает в мантре, means when mantra and mind is one. тогда это означает, что ум и мантра It is становятся Sat отдельными. Japalakshana. This is the sign of Harinam. Это признак Харинамы Джаджа. So Vallabhacharya was astonished. И Валабхачарья был потрясен. These two brothers, their tongue constantly chanting Hare Krishna. У этих двух братьев язык постоянно повторяет Харе Кришна, Харе Кришна. Means their tongue dancing. То есть это означает, что их язык постоянно танцует. So he became very astonished. И он был потрясен. So Mahaprabhu said, these are two brothers, Rupa and Anupa. И Махапрабху сказал, это два брата, Рупа и Анупа. But don't touch them. Но не касайся их. They're very low. Они очень низкие, Very low caste. очень низкие касты. Actually, Rupa and Anupa are Brahmanas. Но на самом деле Рупа и Анупа являются браманами. By engagement in the Seva of the Muslim government, they'd lost their caste. Но из-за того, что они были заняты служением мусульманскому правительству, они потеряли свою касту. So Mahaprabhu said, don't touch them. И Махапрабху сказал, не касайтесь их, They're like outcasts. они вне касты. They're very low and fallen. Они очень низкие и падшие. And you are a very strict follower of the Vedic principles. А ты являешься очень строгим последователем ведических принципов. You are born in Brahmin family. Ты родился в браманической семье. Don't touch them or you will lose everything. Не касайся их, а иначе ты потеряешь все. That's Chaitanya Mahaprabhu testing Balaram. То есть это означает, что Господь Чайтанья таким образом проверял Валабхачарью. So Mahaprabhu, don't go near them, they're very low. И Махапрабху сказал, не проходи мимо них, рядом с ними, они очень низкие. And Vallabhacharya can see, no, these two brothers constantly chanting Harinam. Но Валабхачарья видел, нет, эти два брата постоянно повторяют Харинаму. So Vallabhacharya said, no. Валабхачарья Namo сказал, Krishna Koriche Natan Edui Adamanahi Hoi Sarvotam. These brothers cannot be the lowest, they must be the highest. эти братья не могут быть самыми низкими, они являются самыми возвышенными. Because Nartan, the holy name, is dancing on their tongue. Потому что святое имя танцует на их языке. And he quoted one verse from the Bhagavatam. И он процитировал один стих из Бхагавата. Holbata Swapacha Gavim Yajiva Grivati Pinama Kubam Epu Tapasti Huvajasnata Brahmanyan Sunam Ganantita. Bhagavatam says, Бхагаватам говорит, if someone chants the holy name, если кто-то повторяет святое имя, that person can purify anyone. этот человек может очистить каждого. Even that person may be born in family of dog eaters. Если даже этот человек родился в семье собаковедов. Swapach means who eats raw dogs. Свапач означает есть сырое мясо собак. He always chants the holy name. Но он всегда повторяет святое имя. That person can purify the entire world. Этот человек может очистить весь мир. That means in previous life, Это означает, что в предыдущей жизни, they have taken bath in all holy places. в прошлой своей жизни такой человек принял омовение во всех They святых have местах. performed all austerities. И он совершил все виды аскез. They visited all holy places. А также он посетил все святые места. In his previous life, they've done everything. Это означает, что в своей предыдущей жизни они уже сделали все. Because in this life, the name dances on them. Потому что в этой жизни святое имя танцует на их языке. It says, one who does deity worship of Vasudeva perfectly for 100 lives, that person can chant the holy name purely. Если кто-то поклоняется в течение 100 жизней Васудеве совершенным образом, в этом случае святое имя танцует на языке. Sometimes the devotee may be born in very low family. Иногда преданный может родиться в очень низкой семье. But if they're chanting the holy name, it's a great offense to consider that person to be low. Но если они воспевают святое имя, то является величайшим оскорблением считать такого человека низким. Like Haridas Thakur. Так как, например, Харидас Тхакур. Haridas Thakur was born in a Muslim family. Он родился в мусульманской семье.
The Chaitanya Mahaprabhu showed the glories of Harinam through him. И Господь Чайтанья явил славу Харинамы через него. Advaitacharya was the guru of all the brahmanas of Mayapur and Navadvip. Адвайтачарья был гуру всех браманов Майпура и Навадвипы. So he was performing the Shraddha ceremony of his relatives. И он проводил церемонию Шрадхи для своих родственников. Shraddha ceremony is where we offer prasad to that departed soul. Церемония Шрадхи — это когда мы предлагаем прасад ушедшим. Most people perform Shraddha in a non-devotional manner. Большинство людей проводят обряд Шрадхи не в манере преданности. But devotees, we also do Shraddha with prasad. Но преданные проводят также церемонию Шрадхи, но используя прасад. So that plate of prasad, и эта тарелка с прасадом, you should give that to the highest person. Ее нужно отдать высшей, самой высокой личности, самой возвышенной. These days they just give to cows and things like that. Сейчас, в наше время, эту тарелку отдают коровам. But if possible, can give to the highest person. Но если возможно, то нужно отдать такую тарелку самому возвышенному человеку. Many brahmanas were invited to this festival. И очень много браманов было приглашено на этот фестиваль, на этот праздник. But Advaitacharya ignored them all. Но Адвайтачарья всех их проигнорировал. He called Haridas Thakur. И он позвал Харидаса Такура. And he offered him this first plate, the Shraddha Patra. И эту первую тарелку Шрада Патру он предложил This именно is ему. great respect, great honor. Это величайшее почтение и уважение. Haridas Thakur said, no, I am unqualified. Но Харидас Тхакур сказал: нет, я не квалифицирован. Then Advaitacharya said, how possible? You are chanting the name of Krishna with so much attachment, you are the most qualified. Но Адвайтачарья сказал: как это возможно? Повторяешь имена Рады Кришны. By feeding you, I am feeding thousands of brahmanas. Накормив тебя, я накормил тысячи браманов. When pure devotee eats, then Krishna eats. That's how Krishna eats through the mouth of the pure devotee. Кришна вкушает через уста чистых преданных. So Advaitacharya ignored everyone and gave so much respect to Haridas Thakur. И таким образом Адвайтачарья, он проигнорировал всех и выразил величайшее почтение Харидасу. All those brahmanas became so insulted. Но все остальные браманы, они были так оскорблены. Advaitacharya is joking with us. Адвайтачарья что шутит над нами. So being greatly offended, they all left. И They not took anything to eat. очень сильно оскорбившись, они просто ушли оттуда и ничего не приняли. Advaitacharya not cared anything. Но Адвайтачарья совершенно об этом не He заботился. fed Haridas Thakur. Но он накормил Харидаса Такура. When the brahmanas went home, because they were hungry, Когда эти браманы пришли домой, они были очень голодными. they tried to cook something, Они попытались что-то приготовить, but they could not make any fire, но они не могли развести огонь, because Lord Brahma is the presiding deity of fire. потому что Господь Брахма является главенствующим божеством огня. And Haridas Thakur is Lord Brahma. А Господь Харидас Тхакур и является самим Господом Брахмой. All very hungry, they could not cook anything. Они были очень голодны все, но не могли ничего приготовить. Then some thought, we've done offense. Тогда к ним пришло какое-то осознание, мы совершили Advaitacharya is not an оскорбление. ordinary person. Адвайтачарья необыкновенная личность. He can never act against religious principles. Он никогда не может действовать против религиозных принципов. So they went back and begged forgiveness from him. И тогда они вернулись назад и умоляли о прощении. In this way, Mahaprabhu showed the glories of the devotee who chants the name of Krishna. Таким образом, Махапрабху проявил славу преданного, который повторяет имена Кришны. Jayavadama discusses this. И Джайвадхарма также обсуждает этот момент. Sometimes devotees born in low family, they cannot perform certain activities. Иногда, когда преданные рождаются в низкой семье, они не могут определенную деятельность совершать. Like maybe, anyway. But Jayavadama said, no problem, they can perform higher activities of chanting the holy names. Но Джайвадхарма при этом говорит: нет проблем, они могут совершать высшую деятельность, повторяя святые имена Господа. So one who chants the holy name is performing all other religious activities. Тот, кто повторяет имена Господа, совершает все виды религиозной деятельности. This is one of 10 offenses to the name. Oh, maybe there's some other activity which is greater than chanting Harinam.
И одним из видов оскорбления святого имени является то, что человек думает, что есть какой-то более возвышенная деятельность, чем повторение Харинам. You think any other pious activity is equal to the chanting of holy name? This is offense to the holy name. Считать какую-то благочестивую деятельность выше повторения святых имен является оскорблением святого имени. So Chaitanya Mahaprabhu is very happy to see Vallabhacharya's faith in Vaishnavism. И Махапрабху был очень счастлив увидеть... Sorry, didn't catch. Mahaprabhu is very happy to see Vallabhacharya's faith in chanting of holy name. И Махапрабху был очень счастлив видеть веру Валабхачари в повторение святых имен. Then Mahaprabhu quoted another verse from the Hari Bhakti Sudhara. И тогда Махапрабху процитировал еще один стих из Хари Бхакти Вилас. Hari Bhakti Sudhara. Из Хари Бхакти Судхадая. Suchi Sadbhakti Tiptadi Data Dujati Kalmasaha Swapako Pi Bude Slagvo Naveda Yokinastika. The person who practices devotion, they're like a fire. А те преданные, которые практикуют преданность, они подобны огню. A fire burns everything to ashes. А огонь сжигается дотла. So devotee who chants holy name, all their sins, all their karma is burned to ashes. И все преданные, которые практикуют, вся их карма, все их грехи, они стирают. Even though he's born in a family of dog Vedas, he is recognized by those who know the essence of the Vedas. И даже если они родились в семье собаковедов, их принимают как тех, кто познал всю суть веры. Bhagavad Bhakti Hina said, Jati Shastra Pastafa Aprana Seva Dehasya Lokanami Bharangan. One who has devotion, Тот, кто обладает преданностью, one who has no devotion, вернее, тот, кто не обладает преданностью, Jati, their high birth, то есть у них есть высокое рождение, Shastra, their knowledge of scripture, они знают все писания, Japa, their chanting of holy names, они повторяют святые имена, their austerities, они совершают аскезы. these are useless, Все это бесполезно. like ornaments on the dead body. Подобно украшению на мертвом теле. Right? Imagine someone died, Представьте себе, кто-то оставил тело, Suvesha. например, Севешник. You put lipstick on, nice sari, Мы намазали ее помадой, одели хорошую сари, painted the nails. покрасили ногти. Everyone come and look at Suvesha. Все приходят и смотрят на Севешник. Did Suvesha feel happy? Но будет ли Севешник чувствовать себя счастливой? He's dead. No? Потому что уже ушла, умерла. All good qualities without devotion can give no real benefit. И все хорошие качества без преданности не могут не дать никакого блага. So, and anyone who sees that dead body also not feel happy. И все, кто увидит это мертвое тело, они также не получат никакого блага. So the only main quality is devotion. Поэтому единственное главное качество – это преданность. So Hanuman gave all these instructions to Ravan. И Хануман, он Раване. Ravan had so much beauty, У Равана была очень wealth, много красоты, физическое совершенство, high birth, высокое рождение, happiness. все могущество, But no one calls their son Ravan. все богатство. Но имя Равана. Many people call their son Hanuman. Но многие люди дают своим сыновьям имя Hanuman Ханумана. had no wealth. У Ханумана не было никакого Брамачари. богатства, он был брамачари. Hanuman has no place in Varnashram. И у него даже не было места в Варнашраме. But Он обезьяна. everyone worships Hanuman Но все служат Хануману, because поклоняются. he has devotion. Потому что у него есть преданность. So all good qualities without devotion are useless, like ornaments on a dead body. И поэтому все хорошие качества без преданности, они бесполезны, подобно украшениям на мертвом теле. So Vallabhacharya was very astonished seeing И, this. и Валабхачарья был очень сильно потрясен, видя это.
he put all the devotees on a boat and took them to his house on the other side of Yamuna. Он усадил всех преданных в лодку и перевез их через Ямуну в свой дом. Actually, this is at Prayag. Это находится в Таяге. Prayag is the meeting of Ganga and Yamuna. Таяг — это место слияния Ганги и Ямуны. So when Chaitanya Mahaprabhu saw the black water of the Yamuna, he became very ecstatic. И когда Господь Чайтанья увидел черную воду Ямуны, он погрузился в большой экстаз. He jumped off the boat into the water. И он прыгнул в воду Ямуны с лодки. Everyone was very afraid. И все очень сильно испугались. Somehow they pulled him back into the boat. Каким-то образом они вытянули его назад в лодку, The boat began filling up with water. и эта лодка наполнилась водой. Again and again, Lord Chaitanya tried to control himself И снова и снова Господь Чайтанья пытался прийти в чувство, контролировать because of себя, Vallabhacharya. из-за того, что рядом находился Валабхачарья. But again and again, he lost control. Но снова и снова он терял контроль над собой. So finally, he became peaceful. И в конце концов он умиротворился. And Vallabhacharya took Lord Chaitanya to his house, И Валабхачарья пригласил Господа Чайтанью в свой дом, performed arati, совершил арати, washed the feet of Lord Chaitanya, омыл стопы Господа Чайтаньи drank the water, и испил эту воду, threw the water on the heads of his family а members. также побрызгал эту воду на голову преданных. He offered his two sons to the feet of Lord Chaitanya. И предложил двух своих сыновей стопам Господа Чайтаньи. Their names were anyway. But these two devotees became great poets. Но эти двое преданных стали впоследствии великими поэтами. They offered prasad to Lord Chaitanya, Они предложили просад Господу Чайтаньи. and Vallabhacharya massaged Lord Chaitanya. И Валабхачарья лично массировал стопы Господа Чайтаньи. So, one devotee came at that time. И в это время пришел один преданный. His name was Raghupati Upadhyaya. Его звали Рагупати Упадьяя. He was devotee of Madhavendra Puri. Он был преданным Махавендра Пури. So Raghupati did Dandavats to Lord Chaitanya. И Рагупати предложил Дандавату Господу Чайтаньи. Lord Chaitanya blessed him. Господь Чайтанья благословил его. Krishna Matyastu. May you always think of Krishna. Благословляю тебя на то, чтобы ты всегда помнила Кришну. Then Mahaprabhu asked him to say something about Krishna. И Господь Чайтанья попросил его сказать что-то о Кришне. Raghupati Upadhyaya was disciple of Madhavendra Puri. И Рагупати Упадьяя был преданным Мадхавендра Пури. Before Madhavendra Puri, there was no prema in this world. До Мадхавендра Пури не было према в этом мире. Raja prema. Враджа прем. Because he had connection with Madhavendra Puri, then he could speak something. Но благодаря тому, что у него была связь с Мадхавендра Пури, он смог что-то сказать. Shrutima pare, bharate bhaja ananya bhava bhavitaha, tamaham nandanam bande yasalindam parambrahma. He said, some people worship the Shruti. Он сказал, некоторые люди больше поклоняются Шрути. Shruti means the Vedas, 4 Vedas. Шрути означает 4 веды, Shruti means which was spoken by Bhagavan. а Шрути означает то, что было произнесено непосредственно самим Бхагаваном. Some people too much depend on Smriti. А некоторые люди очень сильно зависят от смрити. Smriti means which is your great devotee, Смрити означает то, что проявилось в сердце великих преданных. like Jayadama, Как, например, Джайвадхарма. Smriti. Это смрити. Yes, even Mahabharata. Но он сказал, но не я. I worship Nanda Baba Я поклоняюсь Нанди-Бабе. because Supreme Lord is playing in his courtyard. Потому что сам Верховный Господь играет во дворе. So it is very nice. Это очень хороший стих. Lord Chaitanya became very ecstatic when he heard this verse. И когда Господь Чайтанья услышал этот стих, он погрузился в такой экстаз. Speak something else. Скажи что-то еще.
So Raghupati spoke something. И тогда Рагупати произнес кое-что еще. Kim prati katatamni. Who will believe me Кто поверит мне, when I tell them когда я скажу им, the Supreme Lord что Верховный Господь, is chasing gopis in the kunjas in the forests of Vrindavan? что Верховный Господь бегает за гопи в лесах Вриндавана. Gopa Varuti Vitim Brahma. It's a Parabrahma is searching for gopis in If you tell people that, they'll think you're mad. Если я скажу об этом людям, они подумают, что я сумасшедший. What is Bhagavan doing? Что делать? Those who will believe. Кто поверит в это? So Raghupati spoke that verse. И Рагупати произнес этот стих также. Оно погрузилось в экстаз. Many ecstasies appeared in the body of Lord Chaitanya. Очень много признаков экстаза проявилось в теле Господа читания. So Raghupati Upadhyay could immediately understand this is not human. И тогда Рагупати Папья тут же понял, что это не человеческое живое This существо. is Krishna himself. Это сам Кришна. Like when Mahaprabhu exhibited ecstasies in front of Lord Jagannath. Как, например, Господь Чайтанья проявил экстаз перед Господом Джаганнатхом. Some guards wanted to beat him. Какие-то охранники, они начали бить его. Sarvabhauma said, no. Но Севабхаума сказал, These symptoms нет, это in the body признаки, of this young sannyasi, эти признаки в теле молодого саньяси. these symptoms are only seen in the stage of Mahabharata. Эти признаки проявляются только на стадии Махабхавы. These are only seen in the body of the associates of the Lord. Такие признаки могут проявляться в телах лишь спутников Господа. This is not possible for human beings. Это невозможно для человеческих живых We have существ. bodies of stool and urine. Наши тела подобны моче испражнению. These bodies cannot take prema. Поэтому эти тела не могут принять прем. That's why Gurudev said, in this body no one can have prema. Поэтому Гурудев говорил, что эти тела не могут обладать премой. This body cannot take it. Они не смогут ее принять. The body of the associates can take prema. Но тела спутников могут воспринять прему. So by seeing the symptoms of Lord Chaitanya, Sarvabhauma could understand this is not human being. И увидя симптомы премы в теле Господа Чайтаньи, Сарвабхаума понял, что это не человек. Madhavendra Puri, same thing. И у Мадхавендра Пури Here, Raghupati Upadhyay, this is not human being. This is и impossible. Рагупати Папья, он тоже понял, что это не человек, это невозможно. This is Krishna himself. Это сам Кришна. So, Chaitanya Mahaprabhu asked him 4 questions. И Чайтанья Махапрабху задал ему 4 What's вопроса. the best place to live? Что является лучшим местом для того, чтобы жить? What's the supreme best form of the Lord? Что является высшей формой What's the Господа? best place to live? Какое место лучшее для того, чтобы жить? What is the best age of Krishna? Каков лучший возраст Кришны? Which is the best way to worship Krishna? И каков лучший способ поклонения Кришне? And Raghupati answered each line. И Рагупати ответил на каждый из вопросов. Shamameva Paramamrupam. Sham Sundar is the best form. Шьямасундар — это лучшая форма. Vrindavan is the best place to live. Вриндаван — лучшее место для того, чтобы жить. You think, oh, I'll go Haridwar, this is better. This is foolishness. И очень глупо думать, что лучшим местом является Харидвар. Nothing can be equal to Vrindavan. Ничего не может сравниться с Вриндаваном. Really not. Which 3 ages of Krishna: childhood, boyhood, and adult. И есть 3 возраста Кришны, то есть Malchik, Rabyonik, ребенок, мальчик и подросток. which is the best age. И каков из этих возрастов является лучшим? Dayam Kishorakakya. Meditate on Krishna's teenage form. This is the best. Медитируй на форму Кришны в возрасте подростка. And Adiras, Gopi Bhav is the best. И Гопи Бхава является лучшим. So Mahaprabhu pushed these 4 answers into one verse. Again and again he said, И Махапрабху соединил все эти 4 ответа в один стих, и снова он его Shamameva произносил. Paramam Rupam Puri Madhupuri Param Dhyana Kishwara Kyama Adiyeva Nasasa. Again and again he said and danced.
И снова он произносил этот стих и танцевал. So Vallabhacharya was astonished to see all this. Валабхачари, он был так потрясен, видя все это. Because before Mahaprabhu, all these moods were not in this world. Потому что до Махапрабху все эти настроения не присутствовали в этом мире. Afterwards, Vallabhacharya's history is given in Antilila of Chaitanya Charitamrita. А в Антилиле читании Чаритамрити эта история Валабхачари приводится. He took initiation from Gadadhar Pandit. Он принял инициацию от Гададхара Пандита. And before he was too much attached to worshipping Krishna in Vatsalya race. И до этого он был очень привязан к поклонению Кришне в Ватсале расе. Afterwards, his mind changed. Но после этого его настроение, его ум He поменялся. worshipped Krishna Madhuri Ras. Он поклонялся Кришне в Мадхуре расе. Afterwards, his Sampradaya forgot his connection with Lord Chaitanya. Но после этого его сампрадая забыла о связи с Господом Чайтаньей. All these moods of Vallabhacharya come from where? This comes from Lord Chaitanya. Но все эти настроения Валабхачари пришли откуда? Они пришли от Господа Чайтаньи. So you forget the root, and you lose everything. Они забыли свой корень, и поэтому они потеряли все. In Anjalila describes Vallabhacharya came to meet Mahaprabhu in Puri. В Антивиле описывается, что Валабхачари пришел встретиться в Пури с Господом Чайтаньей. Vallabhacharya had written a commentary on Bhagavatam. А Валабхачари написал комментарий к Бхагаватам. But Mahaprabhu refused to listen to it. Но Махапрабху отказался слышать о них. Because Vallabhacharya was really proud. Потому что Валабхачари был в какой-то степени горд. Vallabhacharya had written a commentary in the name of Krishna. А Валабхачари написал свои комментарии от имени Кришны. But Mahaprabhu did not want to hear it. Но Махапрабху не хотел их слушать. Everyone neglected Vallabhacharya. Everyone. И все отказались от Валабхачари. He said he appeared like a crow surrounded by swans. И все говорили, что он явился подобно ворону в окружении людей. Crow, Ворон, surrounded by swans. окруженный лебедями. So this is all in Chaitanya Charitamrita. Все это описывается в читании Чаритамрити. Everyone neglected Vallabhacharya. И все пренебрегали Валабхачари. So Vallabhacharya put pressure on Gadadhar Pandit. И Валабхачари начал давить на Гададхару Пандита. Want to hear my commentary, please. Послушай, пожалуйста, мои комментарии. Gadadhar Pandit didn't want to. Но Гададхар Пандит не хотел слушать. Because Chaitanya Mahaprabhu not happy about this. Потому что Господь Чайтанья не был доволен им. And Vallabhacharya putting pressure on him. Но он все снова продолжал давить. And Gadadhar thought, here's devotees, so И we should hear. Гададхар Пандит подумал, ну все же он преданный, может, мне нужно послушать. So Gadadhar Pandit heard it. И он послушал все это. When Lord Chaitanya heard Gadadhar Pandit is hearing, then Lord Chaitanya also neglected Gadadhar Pandit. Но когда Господь Чайтанья услышал о том, что Гададхар Пандит слышал эти комментарии, он также стал пренебрегать Гададхара Пандита. And Gadadhar Pandit began to cry. И тогда Гададхар Пандит стал плакать. Then Mahaprabhu's heart melted. И сердце Господа Чайтаньи в конце концов растаяло. I was trying to make you angry. Я пытался... Sorry, I was trying. I was trying to disturb you, Я хотел побеспокоить тебя, but you were not disturbed. но ты не был Oh побеспокоен. Gadadhar, you purchased me with your simplicity. Ты, Гададхар, ты купил меня своей простотой. All this is written in Chaitanya Charitamrita. Все это описывается в читании Чаритамрити. So when Prabhupada went to the West, И когда Прабхупад отправился на Запад, then the woman who sponsored his ticket was from Balaram Sampradaya. и та женщина, которая спонсировала его билет на корабль, была из Сампрадая Валабхачари. Then she read all this. И тогда она прочитала все это. Vallabhacharya was like a crow. Валабхачари подобен He was very ворону. proud. Он очень гордый. All devotees rejected him. Все преданные его отвергли. So she became too much disturbed. Она была очень сильно She wrote a побеспокоена. big letter to И она Bhaktivedanta. написала Бхактиведанте большое письмо. I sponsored your ticket and you do this to us. Я проспонсировала твой билет, а ты сделал вот такое с нами. Because Vallabhacharya, this Sampradaya, forget their connection with Lord Chaitanya. Но это произошло из-за того, что Сампрадая Валабхачари забыли свою связь с Господом Чайтаньей.
But to be punished by Lord Chaitanya, this is a great thing. Но быть наказанным Господом читания — это великая вещь. You know, so these histories are. Ну, так или иначе, эта история здесь So we have too присутствует. much faith in Lord Chaitanya. Но так или иначе, у него была вера в Господа читания. So Balabhacharya said, don't keep Lord Chaitanya here. И Балабхачарья сказал, don't Keep near Yamuna and all. не держите Господа читания рядом с Ямуной, Because here is too much ecstasy for the Lord. потому что у него такой сильный экстаз в отношении Господа. So Lord Chaitanya stayed there, I think 10 days. И Господь читания находился там порядка 10 дней. And he gave all teachings to Rupa, Goswami and Anupa. И он дал все это учение Рупе и Анупаму. And afterwards he gave to Sanatana Goswami. И после этого это учение было дано Санатане Госвами. Sanatana Goswami 1 month got teachings for 1 month. Но Санатана Госвами получил это учение в течение 1 месяца. That's why, so by studying these conversations, you can understand what are the teachings of Lord Chaitanya. И изучая эти беседы, мы можем понять суть учения Господа читания. Hari Vallabha, have you read Rup Shiksha? Харивалаба читала Шикшу. What do you do about it? Чем ты занимаешься? These very important teachings. Это очень важное учение. Like Bhagavatam has 5 main chapters. Как в Бхагаватам есть 5 главных глав. So Chaitanya Charitamrita have 5 main teachings. А также в читании Чаритамрите есть 5 глав.